У Эвертона забрали очки. Охота за Салахом. Челси и Ман-Сити без АПЛ. Жара у Аргентины и Уругвая. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Аль-Иттихад собирается вернуться с новым предложением о покупке Мухаммеда Салаха в январе. Перед самым закрытием летнего трансферного окна в премьер-лиге Ливерпуль отклонил предложение Аль-Иттихада по Салаху в размере 150 миллионов фунтов. Саудовский клуб был готов сразу же сделать улучшенное предложение, однако Ливерпуль дал понять, что сделки не будет ввиду невозможности найти замену Мухаммеду. Ранее ожидалось, что Аль-Иттихад и другие клубы из Саудовской Аравии возобновят свой интерес к 31-летнему игроку сборной Египта в конце сезона. Однако ESPN утверждает, что это произойдет уже в январе. Во второй зимний месяц Аль-Иттихад и другие саудовские клубы будут нацелены на игроков высочайшего уровня. Не только Салаха, но также Рафаэля Варана с Джейдоном Санчо из МЮ. С Эвертона сняли 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил. Независимая комиссия наложила на Эвертон наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии. Оно вступает в силу незамедлительно. Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил правила за период, заканчивающийся сезоном 21-22, но степень нарушения оставалась спорной. После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет Эвертона за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов, разрешенный в соответствии с правилами. Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно, сказано в заявлении АПЛ. Немного позднее пресс-служба Эвертона опубликовала официальное заявление по этому поводу. Футбольный клуб Эвертон одновременно шокирован и разочарован решением комиссии премьер-лиги. Клуб считает, что комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже сообщил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется процесс апелляции, и дело будет рассмотрено апелляционным советом. Эвертон утверждает, что он был открыт и прозрачен в предоставлении информации премьер-лиги и всегда уважал честность процесса. Клуб не признает вывод о том, что действовал недобросовестно. Суровость и строгость санкций не являются несправедливым, неразумным отражением представленных доказательств. Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принимаемыми по любым другим делам, касающимися финансового фейерплей в АПЛ. Больше Эвертон никак не может комментировать этот вопрос до завершения апелляционного процесса, сообщается на официальном сайте британского клуба. Появились подробности допроса Алессандро Флоренци по делу о нелегальных ставках. По информации La Gazzetta dello Sport, 16 ноября защитник Милана пробыл на допросе в Итальянской федерации футбола чуть больше часа. Флоренци категорически отрицал свою причастность к ставкам на футбол, но подтвердил, что ставил на другие виды спорта на нелегальных платформах. Прокуроры поверили футболисту, его слова показались искренними. Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив абсолютную непричастность к любым ставкам на футбол. Никаких доказательств или споров на этот счет не появилось. При этом футболист признал, что играл на нелегальных платформах и предоставил прокурору разъяснение на этот счет, сообщил адвокат игрока. Ожидается, что Флоренци отделается небольшим штрафом. Федерация не станет его дисквалифицировать, как Сандро Тонали и Никола Фаджоли.
Ансу Фати рассчитывает проявить себя в Барселоне после аренды в Брайтоне. Абсолютный приоритет Ансу — возвращение в каталонский клуб после аренды, пишет Диарио Спорт. Фати считает, что может получить место в составе, учитывая слабую игру атакующих футболистов Барселоны в этом сезоне. Минувшим летом Барса хотела продать Фати, но игрок не хотел уходить и рассчитывал получить шанс в ходе предсезонки. Но затем он передумал и согласился уйти в аренду, чтобы доказать, что по-прежнему способен играть на высоком уровне. Контракт Вингера с Барселоной рассчитан до 2027 года, и он хочет вернуться в клуб после аренды. Фати и его окружение считает, что он сможет играть лучше, чем те, кто сейчас выходит у Барсы в атаке. Ансу хочет выйти на пик к концу сезона и вернуться в Барсу в состоянии, которое позволит ему получить важное место в команде. Аргентина проиграла впервые за год Уругваю 0-2. На поле было очень жарко. В середине первого тайма вспыхнуло несколько стычек. Первая на 20-й минуте, когда Лео Месси ударил соперника локтем. От Аргентины участвовали Алекс МакКаллистер, Родриго де Пауль и Энцо Фернандес. От уругвайцев Матиас Винья, Себастьян Касерес и Матиас Оливера. Месси сначала пытался гасить конфликт, но в итоге толкнул Оливеру, а потом прихватил его за горло. Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом, против них всегда так, отметил Лео после матча. Через 2 минуты футболисты снова повздорили. Эммануэль Угарде изобразил минет, глядя на де Пауля. Возможно, вспомнил, как Родриго радовался Кубку мира. Как пишет один из аргентинских телеканалов, Угарте и де Пауль поругались за несколько минут до провокации. Тогда Родриго толкнул соперника, чем спровоцировал Оливеру. После второй фазы конфликта сборная Аргентины получила право на штрафной. Де Пауль перед ударом спорил с Угарте, а в ответ игрок сборной Уругвая изобразил минет и сказал «ты подсос Месси». При этом ни один из участников стычки даже не получил карточку. Решение лишить Эвертон 10 очков может также повлиять и на 2 другие команды чемпионата – Манчестер Сити и Челси. Оба топ-клуба могут вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фейерплей. Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, помимо понижения в классе, Челси и Манчестер Сити могут также лишить предыдущих чемпионских титулов, вычесть очки, а также установить запрет на трансферы.